Привет! Это Сергей Хвалынский. Последние несколько лет я пробую жить в разных городах и снимаю об этом фильмы. Я уже пожил в Москве и Калининграде, а полгода назад переехал в Грузию. Этим летом я планировал переезжать снова, но 24 февраля будущее многих из нас стало туманным. Этот ролик скорее не про политику. Это рефлексия о том, что можно чувствовать сейчас в другой стране. О тех, кто уезжает, и тех, кто возвращается. О стыде и морали. Сегодня я хочу рассказать, как за 2 месяца изменился Тбилиси и как я пересобираю свою жизнь. Я специально не приступал к съемкам сразу, ведь мне было важно прожить этот опыт и поделиться не только эмоциями, но и выводами. В своей истории я не принижаю чужой трагедии и понимаю, что моя ситуация далеко не самая сложная. Но поделиться ей все же хочется. Солнечная и сухая зима в Тбилиси сменилась снежным и холодным мартом. Скверная погода, скверное настроение и непонимание, что будет завтра. Первые дни я активно делился своей позицией в социальных сетях. Как следствие, я очень много ругался в переписке с людьми. И через несколько дней, когда я эмоционально уже был полностью выжат, я вышел на улицу и понял, что Тбилиси преобразился. Украинские флаги были вывешены на балконах, в витринах и даже на экранах банкоматов. На груди у людей были значки, и даже свежие граффити говорили о том, что Грузия как могла выражала солидарность пострадавшей стороне. Поддержка эта проявлялась не только во флагах и митингах, но еще и в конкретных действиях. Некоторые магазины объявили, что часть выручки будет направлена на поддержку Украины, транспортные компании бесплатно доставляли гуманитарную помощь пострадавшим, а сами люди эту помощь активно собирали в волонтерских центрах. Делается здесь очень много, а в первые дни казалось, что вообще вся страна бросилась помогать Украине. Но потом я заметил, что среди этой глобальной поддержки есть редкие посылы под названием «Русские вам здесь не рады». Если вы помните Веронику из прошлого ролика, то ночью ее машину с российскими номерами заклеили наклейками «Раша оккупант», потом через несколько дней ее машину и вовсе расцарапали гвоздем. Мне в личные сообщения несколько раз писали грузины с таким не очень вежливым пожеланием вернуться в Россию. Ну и в целом среди местных ходят призывы не сдавать квартиры русским, и совершенно точно такие ситуации не раз были. Эти дни я провел в двойном стрессе. Я был в ужасе от того, что погибают люди, и в то же время не чувствовал себя в безопасности здесь. Если вы слышали что-то о вооруженном конфликте между Россией и Грузией в 2008 году, то можете догадаться, что для местных жителей отношения с Россией всегда были непростыми. И на самом деле русофобия изредка встречалась здесь и раньше. Думаю, что как и везде. В Москве тоже есть люди, которых раздражает наличие трудовых мигрантов в их городе. В один из первых дней я шел по улице, и так получилось, что я шел навстречу большому количеству людей, и они как раз шли с митинга. Многие из них были укутаны во флаги Грузии, украинские флаги, и даже сама вот эта ситуация, когда ты идешь навстречу большому количеству людей, для меня была эмоционально такой очень тяжелой. То есть мне просто хотелось взять и сойти с улицы. Из этой ситуации я сделал вывод о том, что чувство коллективного стыда, к которому русских призывает весь мир, не испытывать можно, наверное, сейчас только находясь в России. И здесь для радикально настроенных людей только тот факт, что ты родился в России, может перекрыть любую твою позицию. При этом я знаю, что многие русские ходят в волонтерские центры, собирают гуманитарную помощь, каким-то образом помогают пострадавшей стране, но даже эта позиция для некоторых грузин им не интересна. И просто хочется на кого-то выплеснуть свой вот этот гнев и не знаю, как это назвать даже. Но потом я как-то успокоился и понял, что многие здесь все же понимают, что гонениями русских ничего не решить. Меня все так же обслуживали в кафе, пускали в автобусы и не трогали на улице. Кто-то из местных даже поддержал словом и оставил свой контакт на случай, если меня, например, выселят из квартиры. В свою очередь я старался также не выделяться, начинал разговор на английском и переходил на русский только если мне предлагали это сделать.
Потом я как-то совсем успокоился, и даже если мне в личку писали грузины с предложением уехать в Россию, я переводил разговор на предложение заняться чем-то более созидательным. И к моей радости многие как-то успокаивались и даже поддерживали меня в этом. Сейчас, как мне кажется, отношение к русским в Грузии выровнялось, не приобрело какой-то массовый агрессивный характер. Важно понимать, что здесь живут разные люди с разными позициями, и лучше их принимать, не вступать с ними в споры. Людей с буквой Z на груди я здесь не видел, ну и не думаю, что таким здесь будут рады. В прошлом ролике я рассказывал о том, что молодежь Грузии не очень хорошо говорит на русском, но неплохо знает английский. За полгода жизни здесь я понял, что не очень хорошо знаю английский, как мне казалось. Например, в ситуациях, когда я ходил в больницу, я каждую минуту искал в переводчике перевод фраз типа «направление на УЗИ» или «заложенность носа». Сталкиваясь с такими ситуациями, конечно, начинаешь думать о том, что нужно учить английский еще усерднее. На мой взгляд, для изучения английского языка онлайн-школа Skyeng подходит лучше всего. В компании понимают, что взрослому человеку с работой или детьми не всегда просто найти время и силы на обучение. Поэтому перед началом обучения вы можете выбрать формат. Можете взять курс целиком или собрать свой как конструктор. То есть, например, вас могут методично готовить к собеседованию в IT-компанию или в развлекательной форме практиковать с вами произношение для жизни за границей. То есть формат зависит от вашего уровня, времени, потребностей и, конечно, желания. Учиться в Skyeng можно всей семьей, ведь для детей есть специальное направление SkySmart. Здесь обучают школьным и дошкольным предметам, шахматам, программированию. Если боитесь, что не будете успевать, не парьтесь. В Skyeng всегда можно взять перерыв, а еще можно изменить расписание, программу или даже преподавателя, которого, кстати, можно выбрать по произношению. Компания не планирует ограничивать работу в любой из стран, поэтому после бесплатного вводного занятия можете смело брать большой пакет со скидкой до 45%. А по моей рекомендации к скидке можно получить еще 3 бесплатных урока. Переходите по ссылке в описании, начинайте учиться и помните, что знание – это единственный актив, который у вас никто не отберет. Если мои отношения с людьми в Грузии были в принципе нормальными, то дела с финансами очевидно испортились. Первое, что я почувствовал лично на себе, помимо эмоциональных, конечно, потрясений, это изменение курса валют. Когда я сюда переехал в ноябре 2021-го, лари стоил 23 рубля за штуку. Когда стало понятно, что российские карты не будут работать на территории Грузии, лари стоил 40 рублей. На тот момент я не понимал, смогу ли я снимать деньги с российской карты, и мне пришлось купить на все свои рубли лари по 40 рублей и снять наличные. В прошлом фильме я говорил, что в Грузии можно спокойно пользоваться российскими картами. Но когда Visa и MasterCard ушли из России и перестали работать за границей, пришлось открывать местную. Раньше русскому человеку открыть в Грузии банковскую карту было довольно просто. Когда я понял, что российские карты работать здесь не будут, я пошел в местный банк TBC и провел в отделении где-то 5 часов. Мне пришлось отвечать на вопросы службы безопасности, принести договор аренды квартиры, доказывая, что я здесь уже живу очень давно. И в целом было не очень комфортно. По итогу мне выдали карту, которая работает только на территории Грузии и только в местной валюте. Потом я пошел в другой банк, Bank of Georgia, там мне за полчаса открыли карту, и все было ок. Где-то через неделю русским вообще перестали выдавать карты под разными предлогами, кто-то даже просил подписать бумагу о том, что он согласен с тем, что Россия оккупант, ну и прочими вещами, которые на YouTube сейчас даже проговаривать нельзя. Сейчас ситуация более-менее выровнялась, есть банк, насколько я знаю, в Кредо-банке сейчас можно открыть русскому карту, но непонятно, до каких пор это будет работать. И есть еще сейчас такое важное ограничение, да, что с российской карты вывести деньги на грузинскую не получится. У меня есть запас денег, другие решают эту проблему тем, что используют криптовалюту или какие-то платежные системы, чтобы перевести себе деньги с комиссией. Пока непонятно, что будет дальше, но, надеюсь, у меня к тому моменту не закончатся деньги. Погрузившись в местный онлайн-банкинг, я понял, насколько в этом плане развита Россия. Потому что здесь, даже оплачивая коммуналку в приложении, нужно заплатить комиссию, что очень странно. А перевода с одного банка на другой можно ждать несколько дней. Причем оба этих банка грузинские. Несмотря на то, что в марте в самой Грузии цены почти не поднялись, падение рубля заставило меня моментально почувствовать себя бедным. Запаса денег мне хватило бы на 3 месяца, но я не знал, что будет дальше с работой, и решил экономить. Не могу сказать, что раньше я как-то шиковал и покупал в магазинах только деликатесы. Но теперь, когда ты приходишь в магазин и видишь, что куриная грудка стоит 16 лари, умножаешь это на 40 и понимаешь, что в рублях это 480 рублей, то становится как-то не по себе. Или приходишь
и без того здесь недешевую Зару, и понимаю, что футболка стоит 100 лари, раньше это было 2500 рублей, теперь 4000. Конечно, довольно просто сейчас почувствовать себя бедным. О походах в рестораны можно было вообще забыть. Средняя цена за блюдо в кафе здесь 20-25 лари, и умножать на 40 цены даже не хотелось. Что говорить о ресторанах, даже в Макдональдсе чизбургеры, кола выходили рублей в 500. Так что если в России Макдак просто временно закрылся, то за рубежом большинству русских он просто не по карману. Со временем я понял, что экономить нужно не на базовых вещах типа фруктов или круп, а на каких-то излишествах. Если раньше я мог себе позволить пару раз в неделю пойти в бар или в кальянную и оставить там 50 лари, то за последние 2 месяца я посещал такие заведения, может быть, 2-3 раза, и то по праздникам. Ну и в целом стараюсь меньше пить кофе и покупать зерно для кофемашины только по акции. В апреле курс рубля немного укрепился, и лари стоил уже не 40 рублей, а 25-30. Казалось бы, теперь мне должно стать проще, но появилась другая проблема. Уже в самой Грузии начали расти цены, и это напрямую связано с последними событиями. Напротив моего дома стоит лавка, где я иногда беру хлеб. Владеет ей Марк. Он грузин, который прожил много лет в России, работая там юристом. Недавно он вернулся на родину, чтобы быть ближе к семье, и открыл здесь пекарню. И даже он уже поднял ценник на хлеб, ведь почти вся пшеница в страну приезжает из России. Много чего едет с России, и с Украины в том числе едет, с других соседей от СНГ. Но от России мы ощутили, да много чего ощутили, но я лично ощутил это сырье для муки. Мука, которая делается из российской пшеницы, она дорожает, потому что получается какой-то дефицит, и ее все меньше. За последние 3-4 месяца она точно процентов на 30 выросла. И в какой-то момент мы в том числе начали повышать цены по чуть-чуть. Пытались держали, и дальше уже некуда держать. К сожалению, дорожает не только пшеница, мука и хлеб. С марта цены на бензин в Грузии выросли процентов на 30, а с полок магазинов пропадают некоторые товары, и, как я понял, это связано с остановкой или ограничением некоторых производств в России и Украине. Эта шок-история с сахаром порой прослеживается. Даже сейчас ЗОО какие-то продукты в магазинах обычных, типа Гудвилла, что-то такое, больших сетевых магазинах. Там бывает, что нету этого ничего. Табак, сигареты, ряд производителей тупо исчез, его не найти в городе. Покупал одни сигареты, их уже тупо нету. Покупал другие, они местами есть, местами нету, походу тоже скоро закончится. С утреца, доширак даже было, ходил, искал, обошел магазины 4-5, в последнем нашел, последние 5 штук забрал. На всякий случай, чтобы пускай будет. Глядя на все это, можно сделать простой вывод. Когда ты переезжаешь в другую страну, но зарабатываешь и платишь налоги в своей, то первым чувствуешь на себе колебания экономики. Особенно остро это ощущается, когда ты не знаешь, что будет с работой. Пандемия коронавируса дала нам понять, что хранить все яйца в одной корзине может быть опасно. В любой момент одна из сфер может схлопнуться, и хорошо бы иметь вторую работу, чтобы вмиг не остаться без денег. И в 2022 году у меня было аж 3 работы. То есть у меня есть свой курс, этот блог, и еще я пишу регламенты для строительной компании. Я очень гордился таким разнообразием своей деятельности, но недолго. Через день после того, как я выложил свой фильм про Грузию, YouTube подключил монетизацию для зрителей из России. Потери от этого я оцениваю где-то в 100-200 тысяч рублей. Но я хотя бы радовался тому, что мой фильм смотрят в других странах, и еще у меня есть курс по дизайну для социальных сетей. Но радоваться долго не пришлось, потому что где-то через пару дней компания Adobe, которая владеет Photoshop, объявила о том, что она не будет продлевать лицензии своим покупателям из России. Только я пытался свыкнуться с этой мыслью, как еще через пару дней Instagram совершил какой-то странный поступок, его заблокировали на территории России и признали экстремистской организацией. Естественно, очень много людей приходило на мой курс как раз-таки из Инстаграма. И в этом всем было обидно не только то, что я теряю деньги. Было морально непросто принимать реакцию людей в интернете. И если понять злорадство иностранцев я еще хоть как-то мог, то реакцию других русских читать было больновато. В комментариях люди радовались тому, что блогеры и представители прочих творческих профессий теперь перестанут бездельничать и пойдут, наконец, на завод. Я не из богатой семьи, я рос с родителями в загородном доме, у нас был сарай, там были коровы, я убирал навоз,
пас их и так далее. Когда я поступил в университет в другом городе, я мыл полы в мебельном магазине, потом работал официантом, чтобы не жить на одну стипендию. В общем, там где-то до 20 лет я четко понял, что работа физическая — это не то, чем я хотел бы заниматься, и это было моей мотивацией учиться. И все, что я сейчас сделал, тот же блог, это сделано на мои деньги, заработанные там честным трудом, и я вообще не понимаю, чему можно здесь злорадствовать. Ну, потом я, конечно, понял, что люди это делают лишь потому, что они понимают, что теперь вокруг них будет меньше людей, которые в чем-то лучше, чем они сами. Но в какой-то степени мне повезло, мой курс продолжили покупать, а ролики на YouTube смотрели и из других стран, поэтому какие-то деньги у меня все-таки остались. И в такие моменты я думал, а что было бы, если бы у меня совсем не было денег? Пошел бы ли я на завод? И пришел к выводу, что нет. Наверное, не зря я столько шел к этому, чтобы потом просто опять начать заниматься тем, от чего я так долго уходил. И думая об этом, я понял, почему в Грузию сейчас приезжает так много людей творческих профессий. Потому что, наверное, они думают точно так же, как и я. Только в марте в Грузию въехало несколько десятков тысяч русских. Местные власти говорят, что на самом деле эта цифра небольшая, ведь в доковидные времена русских туристов приезжало даже больше. Но если раньше люди тусовались только в туристических местах, то сейчас русской речью наполнены даже те районы, куда туристы раньше не доезжали. Например, район Ваке, где я сейчас живу, настолько набит русскими, что напоминает мне скорее Москву, нежели чем Тбилиси. Каждый день я встречаю здесь людей, которые смотрели мой влог, они сами подходят, рассказывают, что переехали сюда недавно и пытаются найти здесь квартиру. При этом за счет того, что очень много людей приехало, спрос на недвижимость вырос очень сильно, соответственно, цена выросла в 2 раза. Более того, я даже знаю 2 случая, когда русских, которые жили здесь давно, выселяли из их квартир арендных, просто потому что эту же квартиру теперь можно сдать в 2 раза дороже. То есть не потому, что они русские, а просто потому, что теперь можно заработать на аренде гораздо больше. Ярослав и Элина решили уехать из Москвы 3 марта. К тому моменту билеты на самолет стоили уже по 120 тысяч, а рейсы часто отменялись, поэтому они решили ехать на машине. Пересечь границу Грузии можно, если предоставить пограничникам документальные основания. Подготовка бумаг заняла 2 недели, и только 17 марта они смогли въехать в Грузию. Слушай, ну дорога была мучительной, мы ехали 2 дня до границы и застряли из-за того, что была непогода. Пограничники, соответственно, не пропускали никого. Нам пришлось 2 дня ожидать в ближайшем городе, и после того, как пришло сообщение, что границы открываются, мы сразу поехали туда, встали в многокилометровую пробку, нам пришлось отстоять 30 часов, и за это время я всего 2 часа поспал, потому что из нас водитель только я. Вот. Но ничего, мы добрались. Ребята все же пересекли границу, а по пути в Тбилиси сняли отель, чтобы отдохнуть и подумать о том, где жить. Да, мы никогда на самом деле не снимали квартиру, и мы когда поехали, особо об этом не думали. Уже подъезжая к Грузии, начали смотреть варианты и поняли, что опоздали, потому что огромное количество людей, там несколько десятков тысяч уже приехали в Грузию, сняли все самые хорошенькие варианты. И нам осталось только либо очень дорого, в районе, там, по-моему, 800, 1000, 1500 баксов за месяц, либо какие-то ужасные варианты, ну то есть ничего подходящего не было. И когда мы приехали в отель, который я забронировала на 4 дня, чтобы как-то освоиться, выспаться после дороги и за эти 4 дня найти жилье, мы там встретили ребят. Они пара молодая из Беларуси, тоже переехали сюда прям вот одновременно с нами, и они сказали, что они ищут себе соседей. Они познакомились с каким-то таксистом, который предложил им снять квартиру своей родственницы. Это все было очень фантастически, цена была супер маленькая, $400 за всю большую квартиру 3-комнатную, но так как время поджимало, надо было скорее решать что-то делать, мы решили с этими ребятами объединиться, и, слава богу, это никакой не обман, никакая не страшная история. В общем, мы объединились и снимаем с этими ребятами квартиру напополам. Квартира была в новом спальном районе Дирси. Чтобы добраться до центра, нужно идти 15 минут до метро, и еще столько же нужно ехать.
По местным меркам это не центр, но за эти деньги вариант очень неплохой. С жильем нам на самом деле очень сильно повезло. Мне очень важно было решить бытовые проблемы, потому что я сохранил свою позицию продюсера видеоконтента в российском продакшене. И моя жена тоже работает в этой сфере. И на самом деле наши профессии явились одной из причин, почему мы уехали. У нас в кинопроизводстве сейчас сложная ситуация, потому что зарубежные компании, скорее всего, уйдут. Из-за этого, возможно, закроются все кинотеатры, большая часть их. Лицензии перестанут выдавать онлайн-кинотеатрам, соответственно, зарубежного контента будет мало. Люди не будут ходить просто в кино и смотреть. А это означает, что для продюсеров меньше денег на производство. Производство будет неликвидным. Из заказчиков останется только одно государство, у которого, естественно, свой запрос. Ограничения будет по жанру, будет цензура. Молодым командам будет гораздо сложнее продвигаться. Если раньше ты как продюсер мог выйти на Netflix или продать еще фильм на этапе предпродакшена до его съемок на зарубежном кинорынке и получить эти деньги для съемок, то сейчас все закрывается, у Минкульта будут получать деньги только свои ребята, и еще сложнее просто молодым будет продвигаться. Я в Москве работала актерским агентом и преподавала актерское мастерство и пластическое движение. И так как непосредственно это требует нахождения там, то мне пришлось оставить все в Москве. И тут я пробую какими-то другими вещами заниматься. Например, я сейчас пошла работать няней, я сижу с детьми, но я понимаю, что это очень временное. Я планирую все равно тут, на месте, продолжать заниматься тем, чем я в Москве занималась. То есть я сейчас активно ищу зал, собираю группу людей и буду дальше заниматься преподаванием актерского мастерства и пластического движения тут уже в Тбилиси. Слушай, понятно, что в Грузии нас никто не ждет, здесь довольно маленький кинорынок, а рекламы тоже немного. Здесь есть свои специалисты, которые с этим прекрасно справляются, но в России нам бы не хотелось оставаться и переучиваться на агрономов и столяров. Нам все-таки по 30 лет, мы только получили второе образование, мы бы хотели, конечно, дальше развиваться в своей профессии, посмотрим, как получится. Пока планируем тут оставаться, планируем заниматься любимым делом, работать, но если не получится, будем дальше двигаться, поедем куда-то еще. Главное, чтобы была возможность всегда возвращаться домой, потому что для нас очень важно видеться с нашими родными, с родителями, с братьями, сестрами, с бабушкой, с дедушкой, и надеемся, что это будет так. Разговор с Элиной и Ярославом – это лишь один из немногих разговоров, которые у меня были с приехавшими. Глядя на то, как Тбилиси наполняется русскими, невольно начинаешь думать, а стоит ли мне возвращаться туда, откуда уезжают тысячами? Причем, как показывает опрос, уезжают люди творческих профессий – актеры, дизайнеры, операторы, айтишники. То есть люди тех сфер, в которых я сам работаю. Тема моего будущего в России для меня сейчас одна из самых сложных, потому что мне довольно сложно представить, что по каким-то причинам я не смогу вернуться домой. И хорошо, что я планировал вернуться в Калининград, когда достроят мою квартиру там. Это будет только через год, и у меня еще есть время, чтобы побыть здесь, или, может быть, в другой стране, прислушаться к себе и понять, что делать дальше. Но, конечно же, люди в интернете лучше знают, как мне нужно поступать. И я уже много раз читал мнение о том, что я предатель, который бросил свою страну в самое сложное для нее время. При этом я все еще не могу понять, что я мог бы сделать сейчас, сидя в Калининграде. Наоборот, как мне кажется, я сейчас очень удобный для российской системы персонаж, потому что я все еще в какой-то степени плачу налоги России, потому что у меня есть ИП, которому я с которого я отчисляю деньги, но при этом я не нагружаю систему. То есть я не стою где-то в пробке перед вами, я не занимаю очередь к бесплатному врачу, я не иду в МФЦ. То есть я как бы не мешаю, но в то же время спонсирую. Поэтому я не понимаю, почему люди так болезненно относятся к тому, что кто-то сейчас находится в другой стране. Ладно, реагировать на нападки незнакомцев в интернете сейчас самое непродуктивное занятие. Вместо этого я решаю сосредоточиться на дальнейших планах.
Чтобы посмотреть на свою жизнь со стороны и привести мысли в порядок, мы с друзьями решили на пару дней съездить в поселок Степансминда в 3 часах езды от Тбилиси. Добраться туда можно на маршрутке за 13 лари с человека, но мы же за 50 баксов арендовали Prius на 2 дня. Поселок находится в горах, дорога была непростой, но виды из окна завораживали. Роль водителя на себя смело взяла Шу, моя давняя приятельница из Хабаровска. Каждую зиму Шуня с мужем уезжает в другую страну, чтобы зарядиться идеями и с новыми силами вернуться к работе весной. В этом январе мы оказались с ними в одном городе, ведь они приехали на несколько месяцев в Тбилиси. Шу – визажист и предприниматель. В Хабаровске у нее салон красоты, который она открыла вместе с подругой. Несмотря на то, что сейчас много представителей творческих профессий приезжают в Грузию, ребята планируют вернуться обратно в Хабаровск. Находясь под влиянием только уехавших, сложно принять объективное решение о возвращении. Поэтому я стараюсь общаться с людьми с разными точками зрения. Конечно, в первых мыслях было остаться, не возвращаться, по крайней мере, сейчас. Было страшно, что страну закроют, что невозможно будет выехать, или что этот конфликт может распространиться повсеместно. Ну и вообще тяжело так морально, эмоционально. Сейчас ситуация затягивается, и уже понятно, что она не обернулась полным хаосом. Привет! И мы намерены вернуться. У меня там бизнес, много людей, которые рассчитывают на меня и на наш проект. И, конечно, управлять студией с Тбилиси у меня нет никакой возможности. Нужно находиться там, особенно вот сейчас, такое непростое время. На мой вопрос, а будет ли к чему возвращаться, Шу без колебаний нашла ответ. В конце февраля я, конечно, думала, что мы уже через месяц закроемся, все вокруг закроются, но за март-апрель мы не заметили никакого спада. Конечно, я понимаю, что просто волна финансовых последствий, она не докатилась, еще потребуется 3-4 месяца, но мы уже начали какие-то меры подготовки, мы включаем режим сбережения и сохранения того, что есть, мы сократили максимально расходы, сократили вложения на развитие, переориентировались с каких-то декоративных услуг типа макияжа и укладки на что-то такое базовое. Стрижки, окрашивание, обучение. Пытаемся продолжить существовать настолько долго, насколько это возможно. Сейчас я чувствую в себе силы вернуться, справляться с этими сложностями и воздействовать на то, на что я могу повлиять. И я не считаю, что те, кто уехал, выбрал легкий путь. И сейчас это будет сделать гораздо сложнее, я уверена. Такая позиция у Шу сложилась, потому что 3 года она работала в Таиланде продавцом недвижимости, а еще 3 зимы подряд они с мужем жили в Америке. У меня не было розовых очков по поводу жизни за границей. Это вообще огромный стресс, большие сложности. Особенно, когда тебе не 20 лет, в то время, когда тебе особо нечего терять, и ты на все готов. К тому же везде есть свои особенности менталитета, и это очень сильно влияет на твою интеграцию в новой среде. В Таиланде, например, иностранцы не могут быть парикмахерами, они по тайскому суеверию не могут прикасаться к голове тайцев. В Америке, какой бы ты классный не был мастер, управленец, там нужно работать легально, и легализация довольно сложный процесс. Американцев вообще не просто понять, ты никогда не знаешь, что действительно они думают о твоей работе, то ли им действительно нравится, то ли они просто должны быть с тобой nice. To be nice. Если и ранее было не так просто уехать в другую страну, то после 24 февраля, я думаю, будет еще сложнее, особенно на вот этом общем фоне отмены России. В России я реализовываюсь быстрыми темпами, и у меня есть возможность находиться в путешествиях по полгода, при этом работать удаленно. У меня на Дальнем Востоке семья,
коллектив из 30 человек, их семей, перед которыми я тоже несу ответственность, и я уверена, что я буду полезней сейчас там. Сейчас я могу подстроиться под новые реалии, как-то с этим справляться, и я продолжу пахать, искать новые возможности, улучшать свой город и свое окружение. Тема с подстраиванием под новые реалии лично во мне отзывается немного болезненно, потому что в моей жизни уже было несколько ситуаций, когда я развивал полезный для общества проект, но обстоятельства менялись и приходилось начинать все с нуля. В разговоре с Шу я задумался, где грань между умением подстраиваться и бесхребетностью, когда тебя сбивают с ног, а ты встаешь и, не давая сдачи, снова начинаешь что-то строить. Я думаю, что умение адаптироваться — это важнейший навык эволюции, и выживает тот, кто умеет быть гибким. Остаться в России, подстроиться под новые условия, я не считаю, что это быть бесхребетным, это даже наоборот, как-то проявить характер и силу с этим это все преодолеть. И точно так же я считаю, что уехать это тоже один из способов адаптироваться. И я просто сейчас могу быть полезней, гораздо полезнее у себя дома. Уезжать или оставаться — это вообще дело каждого, и каждый выбирает свой путь. Сейчас самое главное, на мой взгляд, продолжать что-то делать с еще большей силой и влиять на то, на что ты можешь повлиять. Мысль, которая прозвучала в конце разговора, понравилась мне больше всего. Самое глупое, что сейчас можно делать, это ничего не делать, думая, что все как-нибудь само наладится. За эти 2 месяца я понял, что стыд — это социально обусловленная эмоция, и я не хочу его испытывать. То есть с радостью или со злостью мы рождаемся, а стыду нас учит социум. При этом есть стыд рациональный, который помогает нам существовать в обществе, но есть стыд и такой токсичный. То есть его могут вызывать у нас другие люди, чтобы воспользоваться слабостями нашей психики. Например, какой-нибудь иностранец может заставить вас испытывать стыд по поводу того, что вы родились в России или не делаете того, что ему кажется правильным. Есть и другая сторона. Например, вы можете испытывать стыд, если ваши соотечественники или российская пропаганда заставляет вас не уезжать из России. Для себя я решил, что в любом случае, что бы я ни решил в будущем, стыд испытывать я не буду, потому что это самая деструктивная эмоция, как мне кажется. Она очень сильно сковывает, и за последние 2 месяца я реально на себе это прочувствовал. Чтобы в полной мере не испытывать сейчас это чувство стыда, я решил более четко для себя разделять понятия власть и родина. Власть, она все-таки меняется, а родина, она навсегда. И быть несогласным с отдельными решениями властей не значит предать родину. И наоборот, если сейчас вы хотите вернуться в Россию, это не значит, что вы автоматически станете человеком, который поддерживает политический курс. Разделяя понятия власти и родины, я решил, что буду относиться к государственному аппарату чуть более потребительски. Пример сейчас приведу, может быть, не самый удачный, но наглядный. Все мы ходим в кафе, в которых нас хорошо обслуживают. И вряд ли вы, например, будете ходить в больницу, где вас калечат, а не лечат. То есть мы привыкли отдавать деньги туда, где к нам прислушиваются. То же самое здесь. Я плачу налоги и взамен рассчитываю получить там городскую среду, защиту там своих прав и свобод, какую-то стабильность. И, безусловно, что-то из этого я получаю. Но все мы разные. Кому-то достаточно, чтобы в его деревню провели электричество и дали пособие на ребенка, а кому-то не нравится, что в метро нет кондиционера. И именно опираясь на вот это, что все мы разные, я тоже пришел к выводу, что если когда-нибудь я решу, что на мои налоги я получаю недостаточно, то я не увижу ничего страшного в том, чтобы, например, пожить в другой стране и посмотреть, а вдруг там лучше. И вообще, может быть, я приду к выводу, что действительно так, а может быть, наоборот, пойму, что в России все не так плохо. Самое главное, повторюсь, не испытывать по этому поводу никаких деструктивных эмоций. Я не согласен с рассуждениями некоторых о том, что якобы он зарабатывает в России, а сам в ней не живет, и это плохо.
Я считаю, что я все еще работаю на благо России, потому что я делаю продукты для русских, и я плачу налоги российскому государству. И занимаясь этим, я являюсь, так сказать, таким маленьким транзистором в большом процессоре под названием «Экономика России». И я даю себе отчет в том, что если я когда-нибудь выпаду из этого транзистора, то ничего в глобальном смысле не изменится. Но прежде всего у меня задача не процессор сломать, у меня нет задачи ломать экономику, у меня есть задача прежде всего чувствовать себя хорошо. Прямо сейчас я не понимаю, как в будущем я смогу реализовывать себя в России как преподаватель, как блогер, как дизайнер, как много кто. Но, тем не менее, мне бы хотелось, конечно, встретить свою старость в России, потому что все-таки там мой дом, моя семья, еще какие-то не уехавшие друзья, и вообще просто привычные воспоминания и места. И мне жаль, что сейчас я не могу пользоваться привычными мне инструментами, чтобы делать ту привычную среду вокруг себя немного лучше. В ближайшее время я вряд ли найду в себе силы, чтобы переехать в еще одну страну, чтобы снять еще один фильм, но я понимаю, что сейчас просто так замереть и ждать, что что-то изменится, тоже нельзя, нужно действовать. И я решил просто сосредоточиться на другом. Во-первых, я вспомнил свою еще детскую мечту научиться делать компьютерные игры. Я нашел несколько курсов, сейчас их прохожу и надеюсь, что-то из этого да выйдет. Я отказался от своей третьей работы на строительную компанию и освобожденное время и энергию решил потратить на то, чтобы заниматься своим физическим и моральным здоровьем. Потому что если я прежде всего не буду чувствовать себя хорошо, то как я смогу делать вокруг себя лучше мир, как я могу поддерживать близких. Все мы с детства привыкли к сказкам или к фильмам, где очень просто понять, где хорошее, а где плохое. Сейчас из-за того, что все очень запутано и мы вообще не можем понять, что есть что, мы все испытываем стресс, в том числе и я. Но самое главное, что я для себя решил, это то, что зло порождает другое зло. Поэтому я не хочу участвовать ни в каких деструктивных процессах, не ругаться ни с кем, не спорить. Все, что я сейчас могу, это заняться своим здоровьем и поддерживать близких. По пути мы попали в непростую ситуацию. Машина, которая нас обгоняла, сбила щенка, который выбежал на дорогу. И было понятно, что люди, которые там сидели, видели, что они сделали, но они предпочли поехать дальше. Мы остановились, взяли щенка и поняли, что он умирает. Это было на полпути, и рядом не было ни домов, ни больниц. Мы обратились к мужчине, который работал на заправке, он лишь развел руками. Да и в целом по внешнему виду щенка было понятно, что уже ничего не сделать, и все, что нам остается, это просто смотреть, как он умирает. И где-то через полчаса мы поехали дальше, и в тот день я, помимо того, что пытался справиться с чувством, опять же, вины и стыда за то, что я ничего вроде не делал, но при этом я чувствовал себя ужасно, и в тот день я думал о том, что жизнь вообще любая очень такая хрупкая штука, и о том, что в мире происходит очень много несправедливого дерьма, с которым ты ничего не можешь сделать. И с этим нужно как-то жить. И вот эти убийства, и агрессия, и вообще любые разрушения, все, что они могут, это скорее просто породить новую злость, смерть и другие разрушения. Поэтому для себя я решил, что как можно дольше буду в себе хранить эту человечность и желание к этому, как это правильно сказать, пацифизму. И делать это можно... Понятно, что это, может быть, сейчас будет как-то глупо звучать, что как ради этого щенка. Нет, у меня есть очень много других мотивов. Например, там мой прадед, которого расстреляли, объявив врагом народа в 1937 году, из-за которого мой дед провел все детство в детдоме, да, и, естественно, эти травмы даже я на себе ощущаю. Ради там тех ветеранов, которые приходили к нам в школы на уроки мужества и плакали, вспоминая те ужасы, которые они преодолели на Великой Отечественной войне, давая нам понять, что смерть и разрушение — это вообще самое страшное, что может быть. И вот, наверное, ради этого все-таки хочется сохранить в себе эту человечность.